Ноттингем, и сегодня почему-то все поехали в Ноттингем, наверное, на Non-League Day, потому что сегодня как раз Non-League Day. А, черт, это поезд Хал. Мы выходим на каком-то грантами, главное его не пропустить. Это, по-моему, первый класс, нет? Да, мы пришли в первый класс. Мы встали, знаете где? Одна нога здесь, другая там. Да, это довольно опасно. Настя уже начала дискотеку. На самом деле мы в Non-League Day едем в Ноттингем с одной пересадкой. Поезд переполнен. Почему-то в Халл. Потому что Халл столица мира. Лучший город земли. Настя считает, что Халл столица земли. Siren of an ambulance comes howling right through the center of town, and no one blinks an eye, and I look up to the sky for the path of a lightning bolt. Тоскливый скрип. Так бомжом мы еще никуда не ездили. Очень унылая поездка. 12 декабря это день Non-лиги, потому что нигде в нормальных, высших лигах не играют, а здесь играют. Причем все. И все люди попрутся сегодня на стадион. Но мы, как, не знаю, привилегированные, пойдем по аккредитации. Почему? Потому что Нотс Каунти это вообще не клуб Non-лиги, конечно, ни разу. Он не должен там находиться, но находится. Итак, мы выходим. Это самый счастливый момент. Самый счастливый момент. Но еще пока мы не Ноттингем, ну типа. Я вижу болельщиков, и я не очень понимаю болельщиков кого. Это Олдхэм Атлетик. Интересно, куда они едут. И вон там еще болельщики. Смотрите, сегодня Non-League Day. И сегодня куча разных болельщиков здесь. На одной платформе в богом забытом Грэнтэме. Non-League Day. В прошлом году Нотс Каунти вылетел. Его пытались спасти в качестве тренера такие известные в прошлом футболисты, как Харри Кьюэлл и Кевин Нолан, но не спасли. Может быть, дело было в их президенте. У них был очень своеобразный президент, он общался с болельщиками в Твиттере. Это его и сгубило. На самом деле, сгубило его, конечно, не это, но это стало последней каплей. Была достаточно громкая история, когда этот человек по имени Алан Харди во время переписки с одним из болельщиков в Твиттере случайно выложил свой член. Ну, то есть он делал это не специально, конечно же, просто этот вот фотография дикпик у него был сохранен. И когда он иллюстрировал какое-то сообщение в ответ болельщику фотографии своего вот этого вот сохраненного, у него там этот дикпик промелькнул, потому что он свою фотографию не обрезал. И вот это все попало туда. За Нотс Каунти болеют знаменитости, в том числе певец Джейк Бак, который был в свое время задуман как такая альтернатива Джастину Биберу. 1862, right? Is that right? Джейк Бак так поддерживает Нотс Каунти, что даже выпустил, то есть, подписал с ними контракт и некоторое время был информационным спонсором, то есть они на футболках носили его имя. Как хорошо ехать на человечестве. Говорят, что до стадиона идти 12 минут, и это очень кстати, но это то, что надо еще проверить. Нотс Каунти. Сегодня легендарный момент, 11-й выпуск нон-блога, и мы впервые идем по аккредитации. Раньше обычно, да, мы лезли через забор, хоть как-то одним глазом взглянуть, вот. Теперь, как цивилизованные люди, как серьезные, мать их, журналисты, будем смотреть с аккредитацией. Возможно, даже за воротами. Вряд ли. Кажется, это очень стыдно, что мы идем по аккредитации. Я очень недовольна. Мне кажется, что философия non-blog... Ты rebel? Сегодня что-то у меня такое очень конфликтное настроение. Так, ты не конфликтуй сейчас с дедушкой, с которым мы будем разговаривать. Нет, дедушку я уже люблю. Главный бомбардир Нотс Каунти вообще в истории клуба Les Brett. И я тут уже пошутила, что у Ноттингем Форест есть Форест, а у Нотс Каунти есть лес. Понимаете? Ну, хорошая же шутка. Вообще, по-хорошему, по-плохому, клуб вообще могли просто ликвидировать. Потому что там, ну это мы еще поспрашиваем у болельщиков, что они думают про своего выдающегося президента.
Алана Харди, который уже слился куда-то. Вот. Сейчас клубом владеют датчане, а мог владеть Настин любимый футболист. Вот, не мой любимый футболист, но я действительно нахожу его крайне классным. Это Жерар Пике. Да, Жерар Пике очень хотел купить Нотс Каунти этим летом, и даже почти купил. Он хотел сюда отправлять каталонских ребят из Академии Ла Масии, чтобы они тут, значит, это... Потому что они бы загнулись. Получали по ногам. I drink to remember, I smoke to forget. Some things to be proud of, some stuff to regret. Это прям Колизей по сравнению с тем, где мы бывали до этого. Это просто даже неприлично. Я негодую. Это недостаточно нон-лига для меня. Нон-лига. Ну, в общем, изначально Нотс Каунти это и не нон-лига. Вообще, это первый профессиональный клуб Англии, который был создан в 862 году и входил в состав клубов, которые вообще создали лигу в 1888. Вот, ну то есть некогда занимал там 3-е место и никогда вот из этой самой лиги не вылетал. Впервые в своей истории Нотс Каунти вылетел в нон-лигу. Мы здесь, а нам нужно... Нам нужно main reception, Значит, нам нужно... и госпиталити entrance вот сюда. То есть нам нужно, блин, все обойти. Наоборот, нужно... Вот смотри, коп, тут сидят самые фаны-фаны. А это семейная трибуна. Так, ну, давай обойдем. А, во, Broken Wheelbarrow, это паб, совершенно точно. Hey, it's fine. Hey, it's fine. Hey, it's fine. I left it behind. Is this your first visit to Madeleine? Yeah, never been there. Never. Never been here? No, yeah. This ground, as you see it now, opened up in 1994. It followed the Hillsborough disaster. Do you remember when a lot of Liverpool supporters were crushed? Yeah, of And course. the outcome was that they wanted all football grounds that were playing at the top level, first or second division, they wanted them to become all-seater stadiums. And we were very close to going up into the top league at that time. And then we did go up, and this is what developed. Unfortunately, the year that the ground opened up in 1994, we were relegated the previous season. Oh God. Yeah, so we've had this stadium, we've had some good times, but we've yo-yoed up and down. We've had lots of good times, but we've had quite a few bad times as well. Nothing worse than what happened last season when we lost our status of being the world's oldest professional football league club. I just need to clear it for myself. If you go down to 5th division, so you lose professional status? It's entirely however a club wants to operate, whether they want to operate on a professional basis, part-time or full-time. We are still operating full-time. Так, мы подошли к памятнику. Legends of the Lane. Джейми Сиро, the most successful manager, и Джек Уиллер. Да, это на удачу. Видимо, На удачу. Ну, в общем, такая цена явно не нон-лиговская, потому что в нон-лиге самая большая цена, которую мы видели, это 15-16 фунтов, здесь 20. Вот. Ну что, зайдем в Club Store? Вот это я понимаю, Club Store. Такой неплохой клаб-шоп для команды нон-лиги. Ну, конечно, Нотс Каунти не является командой нон-лиги по статусу. Просто даже достаточно посмотреть, как все это выглядит. Ну, футболки, между прочим, за 42 фунта. Мячи, куртки, все, что душа пожелает. Книжка для автографов. Специально для автографов, понимаешь? Смотри, здесь даже есть специальный гифт-рэп, чтобы завернуть. Ты можешь купить сувенирку и завернуть ее в специальную упаковку.
То есть можно купить футболку Nottingham Forest и завернуть в упаковку Notts County. Что мы делать, конечно, не будем. Did you know that Notts County many years ago gave their strip to Juventus? Did you know that? I heard about it. Striker ones. Yeah, So I heard of Ronaldo at the moment plays for Juventus. And yes, there's a history there. Yeah. I don't know when. I don't know when they actually gave the shirts to them. Juventus were formed, and I think they were playing in a pink shirt. And one of the guys from Nottingham who worked in the lace business, he was doing some work over in Italy, and he didn't like the colour of the shirt, and he took over a whole kit with black and white stripes, which Juventus loved, and that's became their strip also. So we've got a very good link with Juventus. In fact, they have formed a Magpies branch of supporters at Juventus, and we have done the same at Notts County. Вот у меня есть идея отправить эти футболочки каким-нибудь, не знаю, ребятам, которые играют в не очень красивых формах в России, может быть. Вот. Кто у нас в самой отвратительной форме играет? В общем, напишите мне в комментариях, кто у нас играет в самой отвратительной форме и кому следует позаимствовать вот такой стильный футболку Notts County. Теперь можно и клап. What does it mean, broken wheelbarrow? It's a song that Notts County sing. They sing a song about a broken wheelbarrow. I don't know what it's about, and I don't think they do. Все ненавидят здесь владельца бывшего, не называют, Мистера Харди. которого никто не называет по имени, просто ненавидят. И один из пунктов ненависти основной в том, что он переименовал. Не основной, но один из важных. Я уверена, что для многих основной, что он переименовал их паб в Broken Broken Wheelbarrow. Хотя это крутая песня, которую мы, возможно, сегодня услышим. Но всем очень не нравится, потому что действительно, как нам сказали, Как можно успешное место, да, где должен быть успех, нужно назвать Broken Wheelbarrow. It used to be called the Meadow Club, and we have a song that the supporters sing, and it stems from a group of supporters at a match quite a few years ago when things were down and we were losing 2-0, and these guys who'd been drinking started singing "I had a wheelbarrow and the wheel fell off, it was flat," and Notts County came back from being 2-0 down to draw 2-2, and it became the cult song of the crowd, so you may hear that today. Вот смотри, Настя, такого в нон-лиге я еще не видела, чтобы такая очередь с билетами была. Офигеть. вообще так получилось. Это просто, ну, кстати, пока они еще не возвращаются. This club is too big for non-league. How has it happened? Well, you say too big. I think we've all learned a lot of humility from the experience of being relegated, and actually get the chance to play some other, very decent teams at a very good level. So it's been a valuable experience. I remember a few years ago I was terrified about being relegated, but now it's happened, and we get on with it. It happens because we were rubbish. But as it turns out, as I've been telling people all my life, dropping down and getting relegated is not the worst thing ever to happen to a football club. We're alive and we're winning matches again, so it's actually a joy to come here. Who to blame for, actually? It's Alan Hardy or who? There's one main person that was responsible, and everybody knows who that was. There's no point in me kicking the boot in any further. He's learnt a lot of lessons from that experience. I'll say it's a he. But we've got two great owners in place now, and we're moving forward, and it's a much better atmosphere around the club generally. He went too fast for the club. You want stability in a club, and then you can progress. He didn't. He wanted everything too fast. I think obviously we had a new owner that took over the club,
and I think he possibly got involved in things that he should have left people in the job to do. I'm talking about recruitment of players and talking about management, and it disrupted a lot of things at the club that weren't good. Now we're under new ownership, and they took over 3 months ago nearly, and as yet we've not heard anything on social media from them. The previous owner was always on social media saying what was going to do, but these guys are letting people do the jobs and watching what they're doing in those jobs. They're not giving them a free roll. They've got their eye on the balls. Slowly I've seen improvements with the squad, with the players' mentality. They're thinking better, they're clearer, and yeah, I think we're getting better. I've seen it all now. I swear to God, I've seen it all. Nothing shocks me anymore. Твиттер Notts County сообщает, что Бриндли забил гол в лицо прямо. В составе Notts County есть человек по имени Кристиан Окслейд-Чемберлен. Ошибки быть не может. Братик. Вот он, автор забитого гола. Купите уже кто-нибудь его бутсы и носки. Лично меня очень впечатляет то, что такую настоящую медиазону, ну вот с камерами, для пишущей прессы, тут вот, розетки есть. На нон-лиге вообще вот днем с огнем не сыщешь, поэтому еще раз. Notts County — команда, которая здесь по ошибке, и очень хорошо, что она выжила, очень хорошо, что датские бизнесмены пришли и помогли команде. И, ну, вообще, просто вот даже глядя на все это, хочется пожелать Notts County поскорее возвращаться. Но Notts County просто, ну, должен быть выше и должен возобновить свое соперничество с Nottingham Forest. За Nottingham Forest могут такие: Notts, кто это вообще? Дойдет до того, что Nottingham Forest позволит себя сокращать как Notts, что вообще ни в какие ворота. Это известная тема, что Nottingham Forest запрещает сокращать себя как Notts Forest. Хотя в этом ничего такого нет, но просто потому что Notts County. There's a big rivalry between the supporters, not so much from the Forest supporters, because they don't see Notts County as a threat, but the Notts County supporters a little bit envious, shall we say, or jealous of the success that they've had over there. And during the days that I played through the 70s, we were probably the bigger club. We were bigger than Forest. We won more matches against them than they did against us. But a manager by the name of Brian Clough, he joined Nottingham Forest, and then for 25 years they had sustained success. And a lot of the crowds went to watch Nottingham Forest, so that's why they're a bigger club. Well, I was in 1994 when Charlie Palmer scored the winner here against Forest, and that is my greatest moment in football. Some goals do stick in my mind. I can remember over at Nottingham Forest, 89 minutes, 0-0, and I scored the winning goal, so that was quite, big memory, and lots of pubs that you didn't go in after the game, but some pubs that you did go in for a drink. Just very happy occasion.
общем, подводя итог, Нотс Каунти должен вернуться туда, откуда он вывалился. Просто однозначно. Мне кажется, возможно, он был пьян весь сезон, но просто это не пьян был их владелец. Я просто не совсем понимаю вообще, в принципе, то, что мы видели, это было абсолютно неравносильно. Неравносильно, да. Но просто на классе. Нотс, если бы ему надо было, забил бы и больше. Вот. И, соответственно, ну что можно сказать? Я надеюсь, они вернутся. Куда мы идем? Мы идем в город.